Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня уделим внимание празднику, который мы все с вами будем отмечать 1 июня в среду, отдание Пасхи. Что обязательно нужно сделать в этот день, на какие моменты стоит обратить внимание, чтобы этот день и все лето прошло удачно и благополучно. Друзья, далее все более подробно в этом видео. В христианстве есть традиция праздновать самые известные и важные события в течение нескольких дней. И праздник Светлого Воскресения Христова или Пасха причисляется к таким. Ведь Пасха – это не только пасхальная ночь и воскресный день. Пасха длится 40 дней, то есть ровно столько, сколько воскресший Иисус Христос провел на земле, делясь со своими учениками пасхальной радостью и укрепляя их в вере. Для верующих день отдания Пасхи считается не менее важным, чем первый пасхальный день, а в традициях Русской Православной Церкви празднование отдания сопровождается не меньшими торжествами, чем сам день праздника. И в этом 2022 году праздничное событие под названием «Отдание Пасхи», друзья, мы с вами будем отмечать именно 1 июня. Отдание Пасхи – это один из христианских праздников, и его всегда отмечают в среду на 6-й неделе после Светлого Воскресения Христова, но число каждый год разное. В течение дня можно христосоваться, но уже последний раз в этом году. Обычно этот день посвящают активной подготовке к Вознесению Господня. Отдание Пасхи – это праздник, которым заканчиваются уже все церковные события. Связан он с традицией христиане возвращать Иисусу Христу добро старицей. Отдание празднуют с 4 столетия. В течение дня молятся и благодарят Спасителя за все хорошее, что Он сделал и делает для всех людей на планете. В отдание благодарственные молитвы обращают и к Богу, Отцу Небесному. А праздник отдания Пасхи символизирует окончание 40-дневного празднования Светлого Христова Воскресения. И Церковь считает, что день отдания праздника Пасхи – это последний день земной жизни воскресшего Иисуса Христа, когда Он явился своим ученикам-апостолам, чтобы сказать последние слова о Царстве Небесном. Обычно день отдания Пасхи выпадает, как мы уже сказали, в среду 6-й седмицы, а это, друзья, в этом году у нас будет 1 июня. Также этот день является и кануном одного из важнейших христианских праздников Вознесения Господня. В переводе с греческого языка название церковного праздника звучит как «возвращение». И верующие говорят, что отдание – последний день, когда можно порадоваться победе жизни и воскресения Иисуса. Также в эти сутки можно еще приветствовать друг друга словами «Христос воскресе». Также день отдания Пасхи еще называют Днем добрых дел. В этот день было принято не только подавать милостыню, раздавать вещи, продукты нуждающимся, но и помогать делам. По-современному работать волонтерами в больницах, детских домах или приютах. В этот день верующие собираются в храме, чтобы последний раз услышать пасхальные песнопения, которые в следующий раз прозвучат только через год. Отдание Пасхи обычно проходит в форме особо торжественного богослужения, включающего в себя также предпразднственные песнопения Вознесения Господня. Богослужение в этот день совершается при полном освящении храма по пасхальному чину. Служатся пасхальные вечерняя и утренняя. Как и на Пасху, службы начинаются со свечами, кадилом, пением стихир и с великим славословием. Как и в первый день Пасхи, звучат пасхальные песнопения, и литургия совершается при открытых царских вратах. Также звучит пасхальное приветствие «Христос воскрес». С этого дня верующие перестают приветствовать друг друга словами «Христос воскрес, воистину воскрес», как это было весь 40-дневный пасхальный период.
Во время отдания праздника Пасхи мы рекомендуем воздержаться от работы, чтобы полностью посвятить себя молитве Богу. Кроме того, верующие стараются найти и искоренить в собственной вере слабые места, а мысли стараются держать чистыми. У любого праздника, конечно, есть определенные традиции, народные приметы и правила, и отдание Пасхи не исключение. Поэтому в этот день нужно пойти в храм на специальную торжественную службу и стараться все свободное время проводить в кругу семьи, также читать молитвы и просить Всевышнего об укреплении веры. Конечно же, с отданием Пасхи были определенные обязательные запреты. И, конечно же, что же нужно понимать, что нельзя делать с этим праздником? Во-первых, нельзя работать. Все дела, которые связаны с домашним хозяйством, в частности, готовка, уборка, стирка, глажка и другие бытовые заботы, лучше перенести на другой день. В этот день нужно, чтобы все праздничные угощения были готовы заранее, и дом был вымыт тоже. Поэтому считается, что нельзя нарушать такие запреты. Таким образом, можно оскорбить этот великий день. Также нельзя в этот день было и садить растения, потому что заботы, связанные с посадкой сельскохозяйственной культуры или уходом за ними, нарушают правила, которые обязательно соблюдали наши бабушки и дедушки. Они строго придерживались его, поскольку боялись, что нарушение запрета приведет к неурожайному году и семья будет голодать. Наши предки старательно соблюдали традицию и даже не выходили в этот день в огород. И также, друзья, в этот день нельзя было унывать, нельзя было грустить, заниматься делами, которые не доставляют вам удовольствия или даже заставляют нервничать. Лучше перенесите их на другой день, и если совсем прекратить, их делать невозможно. Потому что все-таки отдание Пасхи, все-таки это день радостный в жизни христиан. Поэтому грустить или скучать в это время, просто грешно. Важно помнить, что самое главное правило, которое нужно соблюдать в этот день, 1 июня, в отдании Пасхи, это запрет на ругань и скандалы. Даже если вас кто-то обижает в этот праздник, промолчите и не портите себе настроение. Пройдет время, и вы поймете, что вы были правы. Также в этот день не стоит стирать, не стоит ремонтировать что-либо, не стоит заниматься строительством. Также в этот день по народным приметам не стригли волосы и ногти. Также в этот день ни в коем случае не плюйте на землю. Также не стоит выяснять отношения с близкими людьми, не нужно грустить, не нужно плакать. Старайтесь также не пользоваться услугами косметологов и парикмахеров. Также в этот день не венчаются и не играют свадьбу. Также не говорят сегодня плохих слов, не пользуются и колюче режущими предметами, не обрезают деревья и кустарники. Также не стоит в этот день злоупотреблять алкоголем. Также наши предки не только знали запреты, но и внимательно наблюдали за погодой в этот день, потому что которая могла им рассказать о будущем. Итак, если идет дождь в этот день, то наши предки знали, что 2 августа следует ожидать грозу. Ночная роса долго не высыхает, то это к плохой погоде. Слышно шум леса в безветренную погоду к скорому дождю. Ощущается духота при восходе солнца, это к ненастью. Считалось, что загаданное в этот день желание обязательно сбудется. Друзья, отдание Пасхи – это светлое событие, поэтому не нужно грустить, печалиться. Также стоит перенести, если есть возможность поминки. Потому что в этот день не проводят какие-то такие радостные мероприятия, те же крестины или венчания, потому что идет торжественная литургия. И вы знаете, именно в праздник отдания Пасхи нельзя никому отказывать в помощи, а также нельзя плевать на землю, дабы не попасть в Иисуса. Потому что предание гласит, что в этот день он подходит к домам под видом нищего человека. Поэтому обратите внимание, и если есть возможность, обязательно
угостите или поделитесь, что вы считаете важным и нужным. Вот такой великий праздник, друзья, ждет нас с вами 1 июня в среду отдания Пасхи. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, там много полезной, важной и ценной информации. Всех вам благ, друзья. Услышимся уже с вами в следующем видео.